Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить итальянскую чиабатту на закваске Lievito Madre. Если вы работаете на других видах заквасок, этот рецепт вам также подойдет. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится 100 грамм активной закваски Lievito Madre. Если вы работаете на других видах закваски, также используйте 100 грамм. В этом рецепте мы будем использовать технику ферментолиз. Это значит, что мы будем смешивать предварительно закваску, воду и пшеничную муку. Добавляем 270 мл воды комнатной температуры и вот такими движениями стараемся растворить в ней закваску. Когда закваска распалась на такие маленькие кусочки, добавляем 300 грамм пшеничной муки. Выбирайте муку с повышенным содержанием протеина или белка, не менее 12 грамм. Таким образом, тесто будет очень эластичное и упругое. Перемешиваем активно все ингредиенты. Обязательно аккуратно счистите тесто с рук и также со стенок чаши, в которой вы готовите тесто. Далее накрываем крышкой или пленкой и оставляем на 35 минут при комнатной температуре для ферментации. 35 минут прошло, добавляем 6 грамм соли, затем 6 грамм оливкового масла, и далее аккуратно вымешиваем тесто вот такими движениями. На это действие вам потребуется примерно 1 минута. Далее накрываем вновь крышкой и оставляем на 25 минут при комнатной температуре. Затем протрите рабочую поверхность влажной тряпочкой. Прошло 25 минут, и теперь мы будем делать ламинирование. Вот таким образом соберите тесто в шар, для того чтобы более удобно его было вытащить из миски. Переносим его на рабочую поверхность и начинаем растягивать в разные стороны по рабочей поверхности. Затем сворачиваем тесто в конвертик. Для того, чтобы легче было работать с тестом повышенной гидратации, смачивайте руки всегда водой, и тогда оно будет не прилипать к рукам. Также можно использовать скребок для теста, для того, чтобы его собрать с поверхности и для того, чтобы легче тесто переносить в емкость. Я перемещаю тесто в объемный пластиковый контейнер с крышкой и оставляю на 40 минут. 40 минут прошло, посмотрите, как тесто растеклось. Обязательно смочите руки и приступайте вот к таким складываниям. Сначала мы подкручиваем как рулетик одну сторону, затем вторую сторону, и так поступаем с каждой из 4 сторон. Посмотрите. Затем вновь накрываем крышкой и оставляем на 35-40 минут при комнатной температуре. Таких складываний будет у нас 4 с интервалом в 30-40 минут. Посмотрите, вот так выглядит тесто на этапе второго складывания. Всегда повторяем все те же абсолютно процессы. Не бойтесь работать с тестом повышенной гидратации, нужно всего лишь смачивать очень хорошо руки, и тесто не будет залипать. Накрываем крышкой и также оставляем на 30-40 минут. Третье складывание. Посмотрите, как тесто меняет структуру, насколько оно становится воздушное и пузырчатое. Оно уже не так липнет к поверхности, вы это заметите. Продолжаем скручивать его рулончиком.
Также оставляем на 30-40 минут, накрываем крышкой. Вот мы выполняем последнее, четвертое складывание, после которого мы оставляем тесто при комнатной температуре на час или на 2. Смотрите, в зависимости от того, как оно будет подниматься и какая температура у вас в комнате. Если у вас зима или более прохладно в доме, то потребуется 2 часа, может быть и 2,5. Если у вас лето или теплая температура в доме, то потребуется час или 2 максимум. Вот так, посмотрите, выглядит у меня тесто после 2 часов дополнительной ферментации. У меня сейчас лето, погода очень жаркая, поэтому ферментируется тесто очень быстро. Я делаю еще одно складывание перед тем, как убрать его в холодильник на длительную холодную ферментацию. Когда вы убираете на холодную ферментацию тесто, обязательно ставьте его на самую высокую полку, потому что там самая теплая температура. Для теста очень хорошо 5-6 градусов, просто идеально. Выпекать будем на следующий день. Итак, следующий день у нас настал. Вот так выглядит на утро наше тесто. Посмотрите, насколько оно увеличилось в объеме. Подготовьте пекарную бумагу, 4 листочка, нарезанных небольшими прямоугольниками, и противень для расстойки теста. Далее рабочую поверхность присыпьте активно пшеничной мукой и вот таким образом вываливаем тесто на муку. Отделяется оно очень хорошо, нужно всего лишь подождать. Присыпаем сверху также обильно пшеничной мукой. Проверьте края скребком, чтобы тесто у нас не прилипало к поверхности. И начинаем его разрезать на 4 равных кусочка. Если вы хотите, вы можете разделить на 2 кусочка, либо выпечь непосредственно чиабатту полноценно, так как мы ее выложили, не разрезая. Но я предпочитаю разделять ее вот на 4 таких небольших кусочка, и у нас получается 4 маленьких чиабатты. Такая форма идеально подходит для индивидуальных сэндвичей. Как вы видите, края, чтобы не липли, я припудриваю мукой с помощью скребка. Далее берем нашу нарезанную пергаментную бумагу. Обязательно ее нужно будет обработать мукой. И затем переворачиваем чиабатту верхом вниз на эту поверхность. Таким образом перекладываем каждый кусочек чиабатты. Ставьте их друг к другу вот так близко, чтобы они сохраняли свою форму и не растекались. С тестом работайте нежно и аккуратно, потому что оно очень воздушное, с большим количеством пузырьков внутри. Затем перекладываем чиабатту в таком же порядке на противень, на котором она будет растаиваться и далее выпекаться. Вот таким образом, посмотрите. Далее накрываем глубоким противнем или полотенцем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.
Нам понадобится также жаропрочная емкость или чугунная сковорода для того, чтобы выпекать нашу чиабатту с паром. Прошло 2 часа, наша чиабатта согрелась после холодной длительной ферментации. Посмотрите, как она увеличилась в объеме. Теперь ее аккуратно нужно будет рассоединить для того, чтобы подготовить ее к выпечке. В это время ваша духовка должна быть уже разогрета на 250 градусов Цельсия. Сковорода или емкость должна быть на дне духовки, потому что впоследствии мы нальем туда кипящую воду из чайника, поэтому чайник тоже обязательно поставьте. Также я срежу лишний край пекарной бумаги для того, чтобы он нам не мешал. Ну все, наши чиабатты готовы к выпечке. Духовка хорошо разогрета на 250 градусов. Наливаю горячую воду для того, чтобы создать пар, и отправляю нашу чиабатту на самый нижний ярус духовки. Периодически вы можете создавать больше пара спреем с водой. Вот так. 20 минут прошло, наша чиабатта еще не готова, но мы ее достаем для того, чтобы избавиться от бумаги, и также достаем нашу сковородку. При этом температуру нужно будет уменьшить на 230 градусов. Снимаем бумагу, она снимается очень легко. Будьте очень аккуратны, потому что и чиабатта, и противень очень горячие, поэтому обязательно используйте перчатки. Далее выпекаем уже без пара, также на нижнем ярусе духовки на 230 градусов в течение 10 минут. Итак, наша чиабатта готова. Посмотрите, какая она красивая, очень ароматная. Обязательно переложите ее на решетку до полного охлаждения. Полностью остывшую чиабатту вы уже можете нарезать. Разрезайте вдоль, допустим, для сэндвича, либо нарезайте кусочками, как обычно мы режем хлеб. Вот таким образом. Посмотрите, какая она пористая и пузырчатая. Чиабатта получается очень вкусная, она просто идеально подходит для брускет. Приятного вам аппетита, друзья! Пеките домашний хлеб и до новых встреч!